Генрих Наварский. Да, Генрих Наварский. Но его нет в Париже. Откуда вы знаете, кто есть в Париже и кого в нем нет? Вы вообще ничего не знаете. Вы слепы и глухи. Генрих Наварский. Запомните, при любом бедствии, при любом несчастье, которое вас постигнет, не ищите виновного. Не любопытствуйте, не сомневайтесь, скажите только: это Генрих Наварский, и вы попадете в цель. О, это человек. Это меч, подвешенный Господом над домом Валуа. Вы считаете, что я должен отменить приказ уничтожить анжуйцев? Немедленно, не теряя ни минуты, бегите. И отмените его, иначе вы погибли. Открывай! Открывай, проклятый анжуец! Открывай! Ты в ловушке! Открывай, негодяй! Эмирак, ты слышишь меня? Открывай! Мажерон, я здесь! Стой! Куда же ты? Ах, ты трус, анжуйский! Мерзавец, не уйдешь!
Рад приветствовать вас, господин Дантраге. Я вижу толпу лакеев за вашей спиной. Вы трус, сударь. Ты попался, Андраге. Даже твой длинный язык не спасет твою шкуру. Я брошу тебя к ногам короля с веревкой на шее. Предупреждаю. То, что здесь произойдет, опозорит ваше имя, граф де Келюс. Пока не поздно, уберите весь этот сброд. Иначе я перережу их, как собак, а потом один на один, как подобает дворянину, разделаюсь с вами. Ты мятежник и враг короля. И по приказу его величества я притащу тебя во дворец, живым или мертвым. Ну-ка, возьмите его. Сударь, он убежал. Проклятие. Что ты здесь делаешь? Вместо того, чтобы защищать своего короля, ты рисуешь картинки. И, подобно Архимеду, не поднимешь головы, даже если Париж возьмут штурмом. Уйди с моего трона. Ради бога, я на него не претендую. Шико, нужно немедленно прекратить всю эту резню. Помоги мне собрать швейцарцев. Как же швейцарцев? Они ушли с господином Декелюсом. Тогда моих гвардейцев. Они ушли вместе с Мажероном. По крайней мере, моих слуг. Их забрал Шомберг. Без моего приказа? А с каких пор ты стал приказывать, Генрих? Когда дело касается шествия или бичевания, здесь тебе дают полную свободу над своей шкурой или над шкурами других. Но когда дело касается войны или управления государством, это уже область господина де Келюса, господина де Шомберга и господина де Мажерона. Я уже не говорю о господине де Перноне. Это просто прячется в кусты в подобных ситуациях. Ты весьма поздно заметил, дружок, что в этом государстве ты 7-й или 8-й король. Что же нам делать? Мы совершили чудовищную глупость, Генрих. В чем она состоит? Она состоит в том, что мы ее совершили. Твои друзья орут на весь город смерть анжуйцам и просто-напросто начинают маленькую гражданскую войну, которая так необходима Гизам. Ты что, думаешь, что так далеко зашло? Если еще не дальше. Шико, прекрати. Ты ведь знаешь, вокруг меня одни только вороны и совы. Вестники бедствий. Ночью голос совы звучит хорошо, сын мой, потому что он звучит в свой час. А времена сейчас такие темные, Генрих, что дня не отличить от ночи.
Погляди-ка сюда. Что это? Это моя географическая карта. Суди сам. Анжу. Если за него хорошенько взяться, как возьмутся твой главный ловчий, господин де Монсоро, и твой друг, господин де Бюсси, может дать твоему брату 10 тысяч солдат. Ты полагаешь? Это на самый худой конец. А теперь перейдем к Гиене. Гиень – старый очаг мятежа. Она с радостью выступит против Франции. Здесь мы можем рассчитывать на 8 тысяч человек. Теперь Биарн и Навара. Если Наварский их хорошенько потрясет и выжмет, могут дать 16 тысяч солдат. Ты думаешь, король Наварский вступит в союз с моим братом? Не сомневаюсь. Итак, подведем итог. 16, 10 и 8. 34 тысячи. Значит, Анжу и Биарн. Мой брат Франсуа и мой кузен Генрих. Не считая троих гизов. Как? Ты думаешь, они вступят в союз? Но ведь наварские гиз враги. Это не помешает им объединиться против тебя в надежде, что они уничтожат друг друга после того, как расправятся с тобой. Ого, вот и твои друзья. Что происходит? Я не знал, где вас искать, и жду с нетерпением. Не смейте впредь никуда уезжать без моего разрешения. Больше незачем уезжать, государь. Все кончено. Вы что, их убили? Много чести, государь. Что ты хочешь этим сказать, Шумберг? Нам не пришлось трудиться. Эти трусы разбежались, как стая крыс. Толком и шпаг-то ни с кем скрестить не удалось. Значит, они были на стороже. Черт возьми. А чего ты ждал, Генрих? Твои друзья вопят смерть анжуйцам и потрясают всеми железяками, которые имеются в Париже. И при этом хотят, чтобы эти люди ничего не слышали, точно так же, как они ничего не соображают. Господин Шико, вы тут распекаете нас на все корки, а 2 часа назад сами кричали, как и мы. Я? Точно, господин Шико. Кричали и колотили шпагой по стенам. Ну, я совсем другое дело, господа. Всем известно, что я дурак. Но вы ведь люди умные. Хватит. Хватит, господа. Мир. Скоро мы все навоюемся. Гражданская война уже началась. Какие будут распоряжения, Ваше Величество? Постарайтесь утихомирить народ с тем же рвением, с которым вы его взбудоражили. Пусть горожане сочтут все случившееся этой ночью потасовкой между пьяными. Что вы стоите? Выполняйте! Вы появились так внезапно. Где вы пропадали до сих пор? Вас здесь давно ждут. Я вынужден был прятаться. Прятаться? Да. Как романтично. Расскажите, где вы прятались, господин де Бюсси, и почему вы не приехали вместе с Дианой и ее отцом? Ну, во-первых, я не присоединился к вам, любезная Диана, по дороге только потому, что вы ехали через Рамбуе, а я ехал через Шартр. Поскольку я не хотел встречаться с вами в присутствии вашего отца и его людей.
Я мчался и от нетерпения грыз ручку своего хлыста. Да, Диана, погляди, как граф похудел. Да-да, именно поэтому, любезная Жанна. Ну, наконец, я прибыл и снял домик на окраине города. Там сейчас и прячусь. И вас в Анжере никто не узнал? Да нет, посмотрите, я специально оделся очень скромно. В этом камзоле меня не очень-то и узнаешь. А почему вы смеетесь? Я не понимаю. Красавец Бюсси уже несколько дней живет в провинциальном городишке, а его до сих пор не заметили. Да в это при дворе никогда не поверят. Но продолжайте свой рассказ, что же было дальше? На следующий день после вашего приезда я вскочил на своего любимого коня и за 20 минут покрыл расстояние между Анжером и Меридорским замком. Я перелез через стену, проник в парк и увидел вас. Вы нас видели? Да. Не может быть. С вами были две огромные собаки, так? Так. Они прыгали за куропаткой, которая была у вас в руке, так? Так. А потом вы пошли домой, а я, перебравшись обратно через стену, глубоко вздыхая и проклиная свою судьбу, тоже отправился домой. Восхитительный рассказ. Это совсем как в романе. Но окажись я на вашем месте, я явилась бы прямо в замок. Это был бы самый простой в мире способ. Увы, но этот способ не для меня, госпожа де Сен-Люк. Почему? Потому что графиня замужем, а господин барон несет ответственность перед зятем за свою дочь. Сколько раз я давала слово не вмешиваться в дела безумцев? Безумцев? Безумцев. Или влюбленных. Да, нам пора идти домой, если мы не хотим, чтобы за нами пришли сюда. А вы, господин де Бюсси, возвращайтесь к своему замечательному коню. Диана, я тебя жду. Сударыня. Вы мне больше ничего не скажете? До завтра. И все? До завтра. И до конца жизни. Должна тебе сказать, дорогая, что с друзьями так не поступают. Я думала, что мы с тобой близки, и у нас нет секретов друг от друга. Жанна, ты мой самый нежный, самый преданный друг. Да? Но от друзей не скрывают своих сердечных дел. И друзьям не морочат голову, как только что вы это делали с господином де Бюсси. Вообще, извини, Диана, но у меня тоже есть свои нравственные убеждения. Я замужняя женщина, и есть вещи, которые я не могу себе позволить. Жанна, о чем ты говоришь? Да, я не могу себе позволить больше продолжать мешать вам, милые мои влюбленные. Завтра я поеду на охоту с Сен-Люком и твоим отцом, а вы любите друг друга в полное удовольствие. Ну, пойдем, а то Сен-Люк в нетерпении, пожалей его, как я жалею рыцаря в коричневом камзоле. Ну, что случилось? То, что вы и предполагали, матушка. Они бежали. Да. Дальше? Дальше? По-моему, этого достаточно. А город? Город волнуется. Но не это меня беспокоит, а провинции, которые могут восстать в любой день. Что вы собираетесь предпринять? Надо прямо смотреть в лицо опасности. То есть? Я иду на Анжу. А герцог де Гис?
Я прикажу его арестовать, если в том будет надобность. Конечно, если это вам удастся. Все ваши планы невыполнимы, Генрих. Да. Как-то у меня сегодня все нескладно получается. Думайте вы за меня, матушка. Мы направим посла к вашему брату. Посла к этому змею? Вы унижаете меня? Сейчас не время для гордыни. Этот посол будет просить о мире? Он даже купит его, если это понадобится. О, Боже. Но за какую цену? Какая разница? Цель оправдывает средства. Все это делается только для того, чтобы, когда мир будет достигнут, мы могли вздернуть на виселицу всех тех, которые бежали, собираясь пойти на вас войной. О, я отдал бы 4 провинции моего королевства за это. По одной за каждого. А кого мы к ним пошлем? Поищите среди ваших друзей. Я не знаю, матушка. Мне незачем искать, я не знаю ни одного мужчины, которому можно было бы доверить такое поручение. Тогда доверьте это женщине. Женщине? Матушка, неужели вы согласились бы? Сын мой, я очень стара. Я очень устала. Я, может быть, даже умру после этого путешествия. Но я собираюсь ехать с такой скоростью, что прибуду в Анжер, прежде чем ваш брат и его друзья успеют осознать свое могущество. Матушка, милая матушка, вы единственная моя надежда, моя благодетельница. Мой добрый гений, матушка. Просто я все еще королева Франции. Скажи мне, почему ты не хочешь открыто прийти в замок? Отец был бы счастлив видеть тебя. А Жанна и Сен-Люк – наши друзья, и они не болтливы. Стоит мне однажды появиться в замке, я буду ходить туда каждый день. А если я буду ходить туда каждый день, то об этом узнает вся округа. Для того, чтобы сохранить наше счастье, мы с тобой должны беречь нашу тайну от всех. Бог милостив, Луи. Не надо в нем сомневаться. О, я сомневаюсь не в Боге. Я опасаюсь дьявола. Она знает только Жанна. Правильно. Значит, знает и Сен-Люк. Но почему? Жанна нас не выдаст. Разве ты теперь могла бы что-нибудь скрыть от меня? Нет. Встретиться со мной в Анжере. Я возьму с него слово дворянина, что он никому о нас не скажет. Неужели это так важно? Увы, это важно.
потому что, когда я уезжал из Парижа, там происходили очень серьезные события. Я думаю, что меня всюду разыскивают. Это опасно. Я думаю, не очень. Друг мой, теперь, когда наша жизнь твоя и моя, одно целое, оберегай нас. Любовь моя. Меня пугает твой конь. Не скачи так быстро, хорошо? Успокойся, это самый умный конь из всех, на которых мне приходилось ездить. Когда я возвращаюсь в Анжер, думая о тебе, я отпускаю поводья. И он сам приводит меня к дому. Храни тебя Бог. До завтра. Ваше Высочество, не гоните вы так. Быстрее! Быстрее! Ваша лошадь устала. Она долго не выдержит. Эй, сударь, берегитесь! Берегитесь, сударь! Конь сейчас упадет! Ноги стремят! Живей! Монсеньор, с вами все в порядке. Я же говорил, сударь, я же предупреждал. Черт побери, что же делать? Ай-яй-яй. Ну разве можно доводить лошадей до такого состояния? Эй, сударь! 300 пистолей за вашего коня, я спешу! Берите его даром, ваше высочество. Он ваш. Не стреляйте. Будь я проклят, если это не Бюсси. Да, мой принц, это я. Но какого дьявола вы загоняете лошадей в такой час на этой дороге? Это действительно господин де Бюсси. В таком случае, монсеньор, позвольте мне удалиться к тому, кто меня послал, как говорится в Священном Писании. Но сначала примите мою благодарность и заверение в вечной дружбе. Я принимаю и то, и другое. И когда-нибудь я вам напомню ваши слова. До встречи, ваше высочество. Монсеньор, я просто не верю своим глазам. Неужели это вы? Как, ты ничего не знал? Разве ты не ждал меня здесь? Я не только ждал, ваше высочество. Я сделал гораздо больше. Да, но если мы хотим успеть в Анжер, пока не закрыли ворота. Седло, ваше высочество. Вашу руку. Ну вот мы и дома, монсеньор. Наконец-то. Слава Богу. Куда ехать, ваше высочество? Ну, конечно, в замок. Слушаюсь.
здесь не очень-то рад. Ваше Высочество, это потому, что вы так непривычно одеты. Признаться, я вас тоже не сразу узнал. Начальника караула ко мне, быстро! Проклятие! С каких это пор хозяина не узнают в его собственном доме? Господи, боже мой! Так это же наш господин! Что, проснулись? Трубач, дуй в свою трубу, пока не лопнешь. И чтобы через минуту город знал, что монсеньор пожаловал к себе. Слушаюсь, мой господин. Извините, Ваше Высочество, провинция. Пусть поднимут мой флаг, пусть созовут дворян всей провинции, пусть придут отдать мне почести. Слушаюсь, Ваше Высочество. Господа, верные мои вассалы, я пришел искать убежище в моем добром городе Анжере. В Париже моя жизнь подвергалась опасности. Меня даже лишили свободы. Но благодаря верным друзьям мне удалось бежать. Сегодня я бросаю вызов Парижу. Господа, нам всем нужно готовиться к осаде, потому что война с Парижем неизбежна. Но я надеюсь, что мы поднимем всю провинцию, мы поднимем всю Францию и сами объявим войну недостойному королю, который чуть не лишил меня жизни. Но, слава Богу, с того момента, как я нахожусь в этом городе, моя жизнь вне опасности. Да здравствует наш герцог! Вы свободны, господа. Послушай, Бюсси, я не ел с самого утра. Давай поужинаем. Я с удовольствием, монсеньор. Поговорим? Давайте поговорим, монсеньор. Когда мы виделись с тобой в последний раз, ты был тяжело болен. И какой-то лекарь, чересчур озабоченный твоим здоровьем, набрасывался на всех, кто к тебе приближался. Реми меня очень любит, монсеньор. Почему ты не послал его ко всем чертям? И не пошел со мной, как я тебя просил? Речь шла о серьезном деле, а ты побоялся подвергнуть свою жизнь опасности. Простите, монсеньор. Мне послышалось, будто бы вы сказали, что я побоялся подвергнуть свою жизнь опасности. Да, я так сказал. Послушайте, Ваше Высочество. У меня на теле 12 шрамов. И все они говорят о том, что я не раз подвергал свою жизнь опасности и никогда никого не боялся. Поэтому возьмите свои слова обратно. Почему ты не пошел со мной? Да потому что у меня были дела. Я думаю, что когда дворянин состоит на службе у принца, главными его делами являются дела принца. Бог мой, да кто же занимается вашими делами, как не я, монсеньор? Да я знаю, ты верен и предан. Но ты был неправ, когда отказался идти со мной. А после моего ухода отправился совершать никому не нужные подвиги. Я? Это же какие такие подвиги я совершил? Да я понимаю, что ты их не любишь. Но Допернона побили по твоему наущению. Что-что? Что-что? Его камзол превратился в лохмотья. И, говорят, он вернулся в Лувр в одних штанах.
А Шамберга по твоему приказу окунули в чан с индиго. И ты находишь эти шутки удачными. Значит, вы полагаете, будто бы эти шутки с ними сыграл я, монсеньор? Кровь Христова, но не я же. И вы еще можете упрекать человека, которому в голову приходят такие замечательные идеи, мой принц. Вы неблагодарны. Послушай, если ты вышел из дома ради этого, я тебя прощаю. Но в следующий раз, прошу, убей. Убей их всех четверых. Убей, но не зли их. Особенно, когда сам исчезаешь, они свою злость вымещают на мне. Даю вам слово чести, монсеньор. Я убью их, чтобы отомстить за ваши обиды. Ну, кстати, а как вы выбрались из Лувра? У меня есть друзья. Вот как? У вас друзья? Это кто же? Король Наварский и господин де Бенье. Ах, да. Генрих Наварский. Вы же вместе участвовали в заговоре. Господин де Бюсси, я никогда не участвовал в заговоре. Ну, для Молика Кана смогли бы кое-что порассказать об этом, если были бы живы. Ля Моля отправили на казнь. Не за то преступление, которое он совершил. Но я еще не закончил с моими претензиями к тебе. Что ты сделал, чтобы помочь мне в беде? Вы прекрасно знаете, монсеньор, что я сделал. Нет, не знаю. Я отправился в Анжу. Иначе говоря, ты спасал себя. Отнюдь, монсеньор. Я приехал в Анжер, чтобы завербовать вам сторонников. Для того, чтобы вас отбить у короля, нужна была армия, не так ли? Поэтому, спасая себя, я спасал вас. Ну что ж, это другое дело. Ну и чего ты добился? Я здесь всего 2 дня, монсеньор. Но я успел осмотреть городские стены, и завтра вам дам подробный отчет о готовности Анжера к осаде. А вообще, как бы там ни было, вы здесь, целый и невредимый. Мы с вами запалим Анжера, вместе с ним запылает и Биарн. Это будет примиленький пожарчик, монсеньор. А сейчас я буду очень признателен, если вы мне разрешите уйти, поскольку у меня есть небольшие дела. Ну что ж, если так, иди. Благодарю вас, монсеньор. Бюсси, иди, но только будь осторожен. Почему? Нам есть кого бояться, монсеньор? Все равно не рискуй. Смирно! Доброй ночи, господин главнокомандующий. Господин де Бюсси. Арвиль? Арвиль! А ты откуда явился? Очень рад тебя видеть. Правда? Да. А я думал, вы будете меня бронить. За что? За то, что я явился без разрешения. Я узнал, что монсеньор герцог Анжуйский бежал из Лувра. И я узнал, что вы здесь, в Анжере. Так. И я подумал, что раз предстоит гражданская война, шпаги будут в работе, и вам не обойтись без оруженосца. Ты правильно поступил. Я думаю, что для тебя здесь найдется дело. Ну, пойдем. Пойдем, я отведу тебя к Реми. Я думаю, что он тоже тебе будет очень рад. Смирно! Все спокойно, господин де Бюсси. Доброе утро, ваше высочество. Ты уже здесь. Разумеется. Я не спал всю ночь, размышляя о наших с вами делах. И что же ты хочешь мне сообщить в связи с этим? Я хочу сказать, что вам уже пора вставать.
Да? Да, у нас сегодня очень трудный день, Ваше Высочество. А именно? Именно? Да. Во-первых, нам с вами предстоит поездка за город с целью осмотра его укреплений. Второе, осмотр ополчения, его вооружения. Далее, вам предстоит произнести речь перед своим народом и предоставить руку для целования дворянам, прибывшим ночью из самых отдаленных уголков вашей провинции. Потом обед, посещение арсенала, ну и вечером бал для всего дворянства. Послушай, а не отправиться ли нам на охоту? У нас нет своры. Да. И главного ловчего? Этого нам еще не хватало. Нет, нет, я с тобой не согласен. Мне его не достает. Мансаро мог бы пригодиться нам в этих краях. Почему? Ну как, почему? Потому что он имеет здесь владение. Он? Он или его жена. Подожди, Меридор в 3 ли от Анжера. Разве ты не знаешь? Постой, ведь это ты привозил ко мне старого барона. Проклятие. Да я его привез только потому, что он вцепился в меня так, что чуть не оторвал половину моего плаща. К тому же, как вам известно, Ваше Высочество, моя протекция не очень-то ему помогла. Послушай. Сядь. У меня есть идея. О, Господи. Я вас слушаю, Ваше Высочество. Мансаро выиграл. У тебя первую партию. Но я тебе обещаю выигрыш во второй. Что вы имеете в виду, мой принц? Все очень просто, ведь ты меня знаешь. Угу, я имею это несчастье. Ладно. Так вот. Мансаро украл у меня девицу, которую я любил настолько, что готов был жениться на ней. А я хочу украсть у него жену, чтобы сделать ее своей возлюбленной. Украсть жену господина де Монсоро? Ну да. Мне кажется, сейчас это легче легкого. Его жена возвратилась в свое имение. Ты мне говорил, что мужа она ненавидит. Значит, я могу рассчитывать на то, что она предпочтет меня, Монсоро. В особенности, если я ей пообещаю. Что вы ей пообещаете? То, что пообещаю, освободить ее от мужа. Вы совершите этот прекрасный поступок, мой принц? Пока что я нанесу визит в Меридор. Почему бы нет? Вы принц. Вам все дозволено. Кстати, как ты думаешь, старый барон все еще сердится на меня? Не знаю. Ты с ним виделся? Нет. Однако, когда ты вел переговоры со знатью провинции, ты мог бы иметь дело и с ним? Конечно, если бы до этого он не имел дела со мной. То есть? То есть мне не очень повезло с выполнением обещаний, которые я ему надавал, поэтому я не очень спешу увидеться с ним. Да. Однако у нас есть с тобой прекрасное оправдание. А именно? Я скажу ему, я не расторг этого брака, потому что Монсоро, который знал, что вы один из самых почитаемых членов Лиги, а я де-факто ее глава, пригрозил выдать нас обоих королю. Я внушу ему, что, выдав замуж его дочь, я спас ему жизнь. Великолепно. Я тоже так думаю. Вызови конный эскорт. Поедем посмотрим, как поживает милейший барон де Меридор. Слушаюсь, монсеньор. Ах да, кстати. Сколько всадников вы хотите взять с собой? Ну, 4-5. Сколько хочешь? Я взял бы 100. 100? Зачем?
Ну, чтобы иметь 25 таких, на которых можно положиться в случае нападения. В случае нападения? Да, местность лесистая, Ваше Высочество. Можно легко попасть в засаду. Ты так думаешь? Настоящая храбрость не исключает осторожность. Хорошо, я вызову полторы сотни. Подожди. Как ты думаешь, в Анжере я в безопасности? Как вам сказать, Ваше Высочество, город не обладает сильными укреплениями. Хотя при хорошей обороне... Да, при хорошей. Но она может оказаться и плохой. Не скрою, может, Ваше Высочество. Я хочу осмотреть крепость. Вы правы, Ваше Высочество. При хорошей обороне, знаете ли... Еще одна идея. Какое урожайное утро. Я хочу вызвать сюда барона и его дочь. Вы решительно сегодня в ударе, монсеньор. Какие блестящие мысли. Вставайте же. Едем осматривать крепость. Я вызову слуг. Ну что? Готов? Да, господин граф. Возьми. Значит так, когда будешь ехать через город, держи их так, чтобы на них поменьше обращали внимание. Потом, когда въедешь в Меридорский парк, отпусти поводья. Роланс сам привезет тебя к стене. В том месте, где он остановится, перебросишь цветы через стену и немедленно возвращайся. Ты меня понял? Я сделаю все, как вы приказываете, монсеньор. Ну все, давай, пошел. Господи, наконец-то. Тот, кого вы ждете, не придет, потому что явился тот, кого не ждали. Он еще более опасен, чем когда бы то ни было, ибо по-прежнему влюблен. Примите душой и сердцем все,